Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Свой хобби-влог я хочу начать с раскраски «Мир транспорта». Давненько я не затрагивала эти раскраски. Точнее, не так давно мы с Оксаной в «Мире сказок» раскрашивали вместе. Но, как вы знаете, те раскраски, которые я уже покупала сравнительно недавно, где-то начиная с февраля, с марта, я уже покупаю по две и соединяю в одну, чтобы сделать их маркерными. И в итоге, как только я так стала делать, что-то я меньше раскрашиваю, хотя и маркеров у меня стало больше. В общем, сегодня я решила вот здесь пораскрашивать. Я уже выбрала для себя иллюстрацию. Раскрашивать я буду вот эту машинку. Вот. Тут у меня уже машинка раскрашена. Здесь, как видите, это будет страничка склеена. Короче, вот как-то так. Процесс я обязательно покажу на камеру. Взяла я маркеры из нового набора 80 цветов. Здесь у меня 75-й оттенок, 64-й взяла, 44-й, 56-й, 58-й, 51-й, 22-й, 120-й черный, Cool Grey 1, Warm Grey 5, первый номер и 25-й. В общем, буду сейчас ими раскрашивать. Подложу эту самую салфетку, чтобы ничего не попортить, и приступлю. Уже предвкушаю увлекательный процесс. Одно время я много раскрашивала маркерами, и случился какой-то передоз. Но сейчас что-то я соскучилась и хочу пораскрашивать. Прям вообще. Цвет такой красивый. Мне вообще нравится этот оттенок. Здорово. Мне просто нравится вот этот, знаете, момент, когда ты раскрашиваешь быстро-быстро и ровно, без всяких полосок, без скатывания бумаги. Это классно. И все ярко. И что самое приятное, вот эти раскраски, они детские, и здесь очень такие позитивные иллюстрации, поднимающие настроение. Ох, этот цвет вообще красивый тоже. Да не, вообще набор супер удачный. Все цвета, в общем-то, красивые, их много. Ну, а пастельные, да, пастельные не очень удачны. Но учитывая, что в прежнем наборе у меня они еще в абсолютно нормальном состоянии, то замечательно. Они просто дополняют друг друга. Я же как-то тут показывала, что взяла два одинаковых номера из старого набора и из нового набора. Один светлее, другой темнее, и в итоге то, что нужно. Кстати, эта идея хорошая, особенно если кто маркерами там кожу, например, раскрашивает. Вообще идеальная. Мазари и вот эти вторые. Тоже красивенько. Ты как-то так, когда маркерами красишь, даже не замечаешь, как летит время. От этих еще вообще не пахнет. Суперский оттенок зеленый.
Всегда жалею, что их нельзя купить поштучно, потому что прям вот в этом наборе такие цвета. Не, ну хотя, если что, можно, наверное, потом покупку будет и повторить. Дораскрашивала иллюстрацию. Получилось довольно ярко. Мне нравится. От самого раскрашивания тоже получила удовольствие. А с обратной стороны, как всегда, смотреть даже интереснее, чем с той. Не знаю, почему-то мне кажется, что с этой забавнее. Так, единственное, что вот здесь вот у меня желтый цвет сюда затек. И, ну, я взяла нулевку, немножечко прошлась, подождала, когда высохнет, и еще раз синим. В итоге, конечно, все равно немножко видно, но это гораздо лучше, чем когда желтый и синий смешались. Вот. И еще у меня вот здесь немножко затекло, но, вернее, не затекло, я взяла не тот... Вот здесь я черным начала почему-то. Хотела взять оранжевый, а схватила черный. Но в итоге тоже растерла и как бы, в общем-то, нормально. Тут синий сюда попал. Тоже нулевкой прошлась. Но не очень основательно, но здесь как бы даже хороший такой эффект. Вообще я просто постоянно забываю, что когда подходишь маркером к контуру, нужно просто на него вообще не нажимать. Точнее, как бы, понятное дело, по крайней мере, я на маркер не нажимаю. Но у контура там вообще нужно едва-едва касаться, тогда пигмента попадет на лист все-таки чуть меньше. И если даже что-то как бы растечется, то не попадет за контур. Просто если не уменьшать нажим, то тут нужно, получается, где-то там на миллиметр на 2, вот когда здесь остается, уже прекращать раскрашивать, чтобы пигмент растекался. Но лучше просто не нажимать. Вот. Но об этом я вспоминаю не сразу. В общем, вот такая иллюстрация. Ну и поскольку маркерами я что-то не так часто раскрашиваю. И вот к этим раскраскам я как-то не то чтобы охладела, но руки не доходили. Я еще вспомнила про одну маркерную, модницы. Одно время я раскрашивала здесь, а когда уже появились у меня вот эти, ну, по 2, эту вроде как я оставила. По итогам выбрала себе эту иллюстрацию. Сейчас буду ее тогда раскрашивать. Пусть сегодня будет действительно маркерный день. Тут уже, как видите, односторонние иллюстрации. Как-нибудь вот так положу. Я только думаю, какими именно маркерами. Вот этими, которые у меня тут вот лежат. Или же взять шарпи. Да, наверное, пожалуй, возьму шарпики. Вот я их теперь вот так храню вниз, этим самым пишущим узлом. В общем, наверное, да, имя. А то как-то я, знаете, раньше мечтала купить шарпи. Думаю, вот бы они побыстрее в России появились. Когда они появились, я их купила, пораскрашивала, и что-то они у меня стоят. Так, ну вот зеленый. Какой он напитанный, классный. Не, ну вот с этим все явно в порядке. Желтенький, ну с ним тоже все было хорошо. Вот розовый, он тоже пишет. А я припоминаю, что именно с ним вроде были проблемы. Так, и сейчас надо найти зеленый. Вот с этим были проблемы. Да, он все-таки плохо пишет.
И хоть я его и держала так вниз, но вот он куплен именно поштучно. Видимо, люди пробуют, тестируют, плохо закрывают, еще что-то. То есть, если бы это была какая-то дешевка, он бы быстро высох за час, за полтора, ну, за день. А это было бы быстрее понять. А здесь как бы вроде перед покупкой потестировала, все пишет. Печалька, конечно. Ну ладно. Маркеров все равно много. Ну, вообще, я считаю, в Леонардо должны быть чисто тестеры в размере одной штуки, а все остальное, например, там на кассе или еще где-то лежать, чтобы выдавали. Потому что, ну, реально, как бы люди берут любые абсолютно карандаши, фломастеры, все это ломается. Дораскрашивала девочку. Получается, что только вот зеленый маркер у меня засох, остальные вроде как нормальные. Я, конечно, не все пробовала, но в тот момент, вот, когда я последний раз ими пользовалась, только зеленый маркер засох. И, по-моему, я все-таки припоминаю, что вроде как розовый тоже были какие-то проблемы. Но по итогу сейчас и с розовым все вроде как хорошо, но и остальные нормально напитаны. В любом случае, я рада, что я задействовала эту раскраску. Она мне нравится, но тоже всего полно. Руки до нее особо не доходили. И маркеры как-то все простаивали. Так что хороший сегодня в этом плане продуктивный день. В тот же момент он достаточно отдыхательный такой. Такие дни тоже себе надо устраивать. Вот. С обратной стороны не так прикольно, как спиртовые маркеры смотрятся. А может быть, это просто за счет того, что здесь нет фона, и контур достаточно такой толстенький, поэтому каких-то там переходов, эффектов нет. Не, ну а так раскраска, конечно, сама по себе, хоть и детская, но прикольная. Что-то у меня тут пораскрашено. Ну, не так, конечно, много, но и немало, в принципе. Это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заглядывайте в Инстаграм 37 рыжая 38. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. Пусть вас и раскраски, и канцелярия исключительно радуют. До скорой встречи. Всем пока-пока.